Когда Говард Картер вместе с лордом Карнарвоном в ноябре 1922 года открыл гробницу Тутанхамона в глубине Луксорской долины, никто не ожидал, каким шоком для всего мира обернется это событие. Уже спустя несколько месяцев после сенсационного открытия лорд Карнарвон умирает. Официально от заражения крови после небольшой царапины на щеке, которую он получил, бреясь. Однако кровь на его лице совпала с местом на щеке фараона, где тоже была таинственная рана. Газеты по всему миру тут же заговорили о древнем проклятии, охраняющем тайны фараонов. Список жертв стал расти. Артур Мейс, ассистент Картера, внезапно скончался через год. Джордж Гулд, посетивший гробницу, не пережил лихорадки, а Рон Эмбер, египтолог, погиб при пожаре, не успев выбраться из собственного дома. Многие охотники за секретами утверждают, что в дело вмешались силы, гораздо более древние, чем современная наука. Даже дети участников раскопок часто умирали при странных обстоятельствах. Одним из самых загадочных случаев стал инцидент с радиоведущим Хью Блантом, который погиб, не дожив до выхода эфира, где собирался рассказать о последних открытиях в пирамиде Хеопса. Одна за другой странные смерти преследовали тех, кто пытался проникнуть в тайны пирамид. Джеймс Генри Брестед заразился смертельной инфекцией после случайного пореза на строительстве нового музея, а фотограф Уолтер Ингрэм бесследно исчез на пути к сфинксу. Порой даже простое прикосновение к древним стенам приводило к загадочным болезням, от которых медицина начала 20 века была бессильна. Мумии часто возвращались на раскопки, несмотря на официальные запреты, словно кто-то или что-то подталкивало исследователей продолжать копать еще глубже. Вереница смертей и исчезновений начала напоминать запутанный квест, в котором сама пирамида становилась не только памятником, но и ловушкой для тех, кто осмеливался поднять завесу ее тайн. Самым примечательным было то, что ни один из загадочных случаев так и не получил однозначного объяснения. Проследить точную цепочку событий невозможно. Часть документов просто исчезла из архивов, а некоторые улики будто кто-то уничтожал нарочно. Даже спустя десятилетия страх перед проклятием не исчез среди египтологов. Многие отказывались входить в пирамиды на рассвете или трогать древние артефакты голыми руками. И все же, несмотря на все опасности и нераскрытые трагедии, исследователей привлекает не только призрачная слава, но и желание понять, как удалось возвести каменные колоссы в самом сердце пустыни. Ведь за смертями часто скрывается куда более грандиозная загадка. Когда первые европейские археологи ступили на плато Гизы, перед ними выросли гигантские сооружения, каждая сторона которых превышала 750 футов, а высота главной пирамиды почти достигала 500 футов. Крупнейшие блоки весом более 60 тонн были подогнаны друг к другу с точностью до четверти дюйма. Попытки выяснить, как древние рабочие, а их по официальным данным было не более 20 тысяч, могли за считанные десятилетия поднять миллионы каменных блоков, поставили в тупик даже инженеров 20 века. Технологии, известные древним египтянам, не предусматривали наличие железных инструментов или блоков и талий, которые могли бы выдержать 20-тонные глыбы. На многих участках до сих пор видны следы мистически ровных срезов, словно камень плавился под воздействием температуры или подчинялся невидимой силе. Ни один из сохранившихся папирусов не объясняет, как на высоте нескольких сотен футов удалось уложить плиты идеально ровно. Все изображения на стенах лишь показывают сцены транспортировки, где люди тянут канаты и катят блоки по иллюзии ровной поверхности, но при этом совершенно не раскрывают главный секрет. Каким образом массивные блоки поднимались наверх на такую высоту и с такой точностью? В 1883 году британский инженер сэр Уильям Флиндерс Петри впервые изучил остатки предполагаемых строительных рамп и не нашел ни одного уцелевшего наклонного спуска, который мог бы выдержать длительную эксплуатацию. Современные расчеты показывают, горка достаточно для подъема на такую высоту растянулась бы на милю вокруг пирамиды, а такого следа в пустыне просто не существует. Французский археолог Жан-Пьер Уден в конце 20-го столетия предположил наличие внутренней спиральной рампы, однако ни одна попытка обнаружить ее не увенчалась успехом. Камеры и радары не зафиксировали внутри пирамиды ни малейших тоннелей, которые могли служить этим целям. Еще больше загадок добавляют следы обработки гранита. Древние египтяне работали с кварцитом, базальтом и гранитом так, будто у них были алмазные пилы или мощные сверлильные установки. В коллекциях Британского музея и Каирского музея хранятся сверленые сосуды с идеально гладкими стенками и резьбой, глубину которой сложно повторить даже с современными инструментами. Американский инженер Кристофер Дан заявил, что на некоторых гранитных плитах видны круговые следы от сверла, а глубина реза местами превышает четверть дюйма за один оборот. Показатели невозможные для медных инструментов и ручных приспособлений.
Параллельно с этим историки постоянно находят упоминания о строительных бригадах, которые могли перемещать многотонные блоки словно перышки. На южной грани пирамиды Хеопса обнаружены отметки, будто камни сдвигали каким-то неведомым способом вверх, избегая шлифовки и повреждений. До сих пор ни один из экспериментов современной науки не позволил воссоздать столь быструю и точную укладку без использования кранов, подъемных механизмов или синтетических материалов. И пока ученые продолжают спорить о технологиях, каждый новый анализ камней раскрывает все больше нестыковок. Некоторые блоки содержат вкрапления богатых минералов, которых нет в окрестностях Гизы. Это значит, что многотонные материалы доставлялись за десятки миль, несмотря на отсутствие дорог или рек. Все эти детали складываются в целую головоломку, которую до сих пор никто не смог собрать. А ведь за стенами пирамид хранятся еще более загадочные следы исчезнувших знаний, такие, о которых современные исследователи могут только догадываться. Примерно в середине 19 столетия в самой пирамиде Хеопса была найдена загадочная полость, которую рабочие сначала приняли за тайное хранилище. Однако внутри не оказалось ни саркофага, ни украшений, а только странные насечки на стенах и остатки черного порошка, напоминающего графит. Позже выяснилось, подобные следы встречаются и в других частях пирамиды, иногда на высоте более 200 футов. Они лежали в таких местах, куда невозможно добраться без специальных приспособлений, которых не было у древних египтян согласно найденным артефактам. В 1960 году во время одной из реставраций британские инженеры обнаружили внутри так называемой Большой галереи загадочные пазы и углубления, вырезанные с ювелирной точностью. Некоторые из них совпадают с современными замковыми пазами для крепежа камней, но концовка каждого паза уходит в монолитную стену и не имеет видимого выхода. Проанализировав гипсовые остатки в этих пазах, специалисты выяснили, их состав не совпадает с ни одним известным древнеегипетским связующим материалом, а температура плавления превышает показатели обычной строительной смеси в несколько раз. Внутри пирамиды часто находят каменные сосуды, покрытые микроскопическими бороздами. Точно такие же борозды были зафиксированы на гранитных саркофагах в царской камере. Анализ эпоксидных остатков, найденных на дне одного из сосудов, показал присутствие смол и химических веществ, которые по своему составу ближе к промышленным клеям 20 века, чем к традиционным натуральным смолам древности. Подобные вещества не могли быть получены в условиях, известных по древнеегипетским мастерским. Отдельного внимания заслуживает так называемый долеритовый молот. В музее Каира хранятся несколько экземпляров. Это идеально круглые каменные шары весом до 100 фунтов, следы которых находят на самых труднодоступных уступах пирамид. Их форма и вес позволяют предположить, что ими не долбили камень, а возможно использовали для особых технологий перемещения блоков или даже как часть механических устройств. В 1981 году французские исследователи, изучая рисунки внутри одной из малых пирамид, заметили на них изображения странных приспособлений, напоминающих современные катки и сложные тали. Ни одно из подобных устройств не найдено среди археологических находок, однако тени и окружности на стенах указывают на возможность работы с камнем методами, которые пока не разгаданы. После повторной проверки состава камней в 2003 году группа японских ученых зафиксировала уникальные магнитные свойства некоторых блоков. Оказалось, внутри расходятся электромагнитные волны иначе, чем в окружающей породе. Это может говорить о том, что строители как минимум понимали свойства материала лучше, чем принято считать. В сочетании с идеально симметричными вентиляционными шахтами, которые по замерам ориентированы не только на север и юг, а и на точные позиции определенных звезд, складывается впечатление о гораздо более глубоком уровне инженерных знаний. Однако даже несмотря на все эти следы исчезнувших технологий, большая часть внутреннего пространства пирамид остается неизученной. Лазерные сканеры и радиоволновые датчики не раз улавливали сигналы, указывающие на скрытые пустоты, но проникнуть туда команда исследователей пока не смогла. Именно за этими потайными стенами, возможно, и спрятаны артефакты или документы, которые объяснят, где же исчезли те самые знания, позволившие древним строителям творить невозможное. А когда разговор заходит о скрытых пространствах, внутри пирамид начинают находить не только пустоты, но и настоящие запечатанные комнаты, в которых никто не бывал со времен фараонов. Когда французская экспедиция в середине 60-х годов прошлого столетия вела в пирамиду Хеопса первые георадары, инженеры с удивлением зафиксировали эхо от полостей там, где по старым чертежам не должно было быть ничего, кроме монолитной кладки. Раз за разом приборы указывали на аномальные пустоты в стенах, но вскрывать их никто не решался.
Только во времена японской миссии 90-х годов 20 века специалисты смогли подтвердить, часть пространства внутри пирамиды остается недоступной для исследований. Роботы, созданные специально для лазания по узким шахтам, застревали между камнями, а маленькие камеры сталкивались с загадочными заслонками, установленными в вентиляционных ходах. Самый известный случай произошел в 2002 году, когда британские инженеры направили мини-робота по так называемой южной шахте. Он уперся в малюсенькую дверцу с двумя латунными штифтами, которая не открывалась ни автоматикой, ни силой. Через год команда смогла просверлить отверстие и увидеть за дверцей вторую, не менее загадочную плиту. За нею оказалось пустое пространство, о назначении которого до сих пор спорят. В других частях пирамиды обнаружены еще более странные объекты. В царской камере вентиляционные шахты уходят в толщу стен почти под прямым углом и заканчиваются в недоступных для человека нишах. В 1843 году германский исследователь Карл Рихард Лепсиус описал в своих дневниках, как рабочие нашли небольшое окно на высоте около 100 футов от пола, сплошь заваленное обломками. Расчистив его, экспедиция наткнулась на узкий проход, ведущий в естественную нишу, в которой не было ни саркофагов, ни украшений, лишь слой черной пыли и керамические обломки. В начале 2000-х продолжились исследования при помощи тепловизоров, показавших аномальные перепады температуры в некоторых участках пирамиды. Это указывало на возможные пустоты за стенами. В 1925 году японские и французские инженеры с помощью муонной томографии зафиксировали еще одну крупную полость выше Большой галереи. По объему она сопоставима с пассажем длиной почти 100 футов, но внутри полости никто до сих пор не был. Проход в нее не найден. Тайники встречаются и в других пирамидах Гизы. В конце 19 столетия в пирамиде Микерина рабочие обнаружили заложенную каменную плиту, за которой скрывалась узкая комната без входа. Там были найдены сломанные инструменты, глиняные сосуды и остатки погребального инвентаря, но ни одного письменного упоминания о назначении этой тайной комнаты не удалось найти. Интересно, что в пирамиде Хефрена археологи нашли длинный коридор, ведущий к подземному залу, чьи стены покрыты отполированными гранитными плитами. В 21 веке при реставрации выяснилось, одна из стен слегка приотклонена, а за ней полость, аккуратно заполненная мелким песком. Попасть внутрь невозможно. Кладка настолько плотная, что не поддается современным инструментам. И сканирование, и механические обследования снова и снова доказывают, значительная часть внутренних помещений пирамид остается скрытой за сплошными слоями монолитного камня. Некоторые полости выглядят так, будто их специально устроили, чтобы никто не смог попасть внутрь, даже с учетом сегодняшних технологий. Множество потайных шахт и комнат так и не изучены, а большинство чертежей, составленных еще в 19 столетии, лишь подтверждают подозрения. Почти каждая египетская пирамида хранит в себе не только саркофаги и реликвии, но и тщательно спрятанные пространства, для которых до сих пор не найдено объяснение. Пока мир гадает, что скрывают эти камеры и туннели, математики и физики из разных стран анализируют точность расположения этих помещений внутри гигантских строений. Именно из-за этих невидимых комнат возникают догадки о гораздо более сложной геометрии и феноменах, которые до сих пор поражают даже самых скептически настроенных ученых. Погружаясь глубже в каменные лабиринты Гизы, ученые все чаще сталкивались с цифрами, которые попросту не должны были быть известны жителям Древнего Египта. К примеру, длина основания пирамиды Хеопса составляет чуть более 755 футов, что практически идеально совпадает с числом, вычисляемым при помощи числа π, соотношение длины периметра ко времени, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси. Если измерить периметр основания и выделить полученную цифру, деленную на двойную высоту пирамиды, получится непривычное совпадение. Значение π вплоть до пятого знака после запятой. Точность углов граней пирамиды удивляет не только современных инженеров, но и специалистов по астрономии. Все 4 стороны пирамиды ориентированы на стороны света с отклонением менее чем на 1/5 часть градуса, несмотря на отсутствие компасов и высокоточных приборов. Даже в наши дни добиться подобной архитектурной точности сложно без специализированной техники. Внутри самой пирамиды найдено немало свидетельств того, что строители владели удивительными знаниями математики. Расстояния между центральными точками камер и шахт выражаются в целых дюймах, а их соотношения часто точно соответствуют гармоническим рядам. Американский математик Роберт Бауэлл в конце 20 века установил, что расстояние между пирамидой Хеопса и соседними пирамидами кратно важнейшим астрономическим циклом, в том числе так называемому прецессионному периоду вращения Земли. По замерам, пирамиды располагаются таким образом, что образуют модель пояса Ориона, повторяя не только взаимное расположение, но и пропорции между звездами.
Британский инженер сэр Уильям Флиндерс Петри вычислил, что длина самой пирамиды связана с длиной меридиана Земли, а высота с радиусом нашей планеты в дюймах, если использовать определенный множитель. На стенах и саркофагах встречаются рельефы, точно делящие пространство по принципу золотого сечения. Числа, которое только в эпоху Возрождения стало объектом математических исследований в Европе. Внутри так называемой царской камеры удивительно гармоничные пропорции между длиной, шириной и высотой повторяют соотношение 1 к 2 к 3, что легло в основу теории совершенных форм. Математики из Японии в начале 2000-х годов применили лазерное сканирование для анализа внутренней структуры пирамиды и нашли точные повторения пропорций между незримыми комнатами и проходами. Даже вент-шахты, пробитые на сотни футов через многотонные блоки, совпадают по длине с астрономическими расстояниями между определенными планетами, если перевести египетские меры длины в дюймы. Похожая картина наблюдается и в других постройках комплекса. Камни, заложенные в основании пирамиды Хефрена, укладываются по той же сетке, что и малая пирамида Микерина, а их взаимное расположение можно выразить тригонометрическими формулами, которые были записаны на папирусах только спустя несколько тысяч лет после предполагаемой даты постройки. Все эти совпадения документированы современными топографами, а архивы египтологов пополняются все новыми схемами, где загадочные числа повторяются с пугающей точностью. Но на этом числовые парадоксы не заканчиваются. В некоторых частях пирамиды Хеопса был обнаружен так называемый числовой код, выцарапанный на внутренней поверхности камней, ряды коротких насечек, идеальным образом совпадающих с последовательностями простых чисел. Французский археолог Жан-Пьер Адам описал в своих дневниках схожие символы, найденные на потолке голубых камер. Они образуют точные геометрические фигуры и трехмерные спирали, для построения которых необходимы были глубокие знания геометрии. Пока одни эксперты фиксируют математические феномены в размерах и расположении блоков, другие ищут закономерности в орнаменте и рельефах. Однако, чем глубже исследователи погружаются в числовые загадки пирамид, тем чаще возникает ощущение, что древние строители либо обладали совершенно иными источниками знаний, либо оставили в камне зашифрованное послание для тех, кто сможет его расшифровать. А впереди ждут гипотезы, которые и вовсе переворачивают представление о назначении пирамид. Ведь некоторые современные исследователи видят в них не только усыпальницы, но и мощнейшие энергетические машины. После ошеломляющих совпадений в математике пирамид, внимание исследователей все чаще переключается на поразительные альтернативные теории. В середине 70-х годов прошлого столетия американский инженер Кристофер Дан выдвинул гипотезу. Пирамида Хеопса могла бы служить не только гробницей, но и гигантской энергетической установкой. Он заметил, что расположение вентиляционных шахт напоминает сложные каналы, по которым могла циркулировать не только воздух, но и вода, создавая внутри вибрации. Анализируя следы соли, найденные на стенках царской камеры, и следы оплавленного камня, Дан предположил, внутрь пирамиды специально подавалась вода, которая, проходя через тесные каналы, создает колебания, а те, в свою очередь, способны запускать генерацию энергии. Аналогичные предположения выдвигали и российские ученые в конце 90-х. Проводя эксперименты с электромагнитными сканерами, они зафиксировали аномалии. Некоторые блоки пирамиды реагировали на излучение сильнее соседних, как будто внутри скрыты особые проводящие вставки. В отчетах японской экспедиции 21 века отмечались всплески электростатического напряжения на вершине пирамиды во время сильных ветров. Это совпало со свидетельствами туристов, которые за десятилетия замечали разряды статического электричества при прикосновении к камням. Американский изобретатель Патрик Фланаган еще в 60-х годах экспериментировал с миниатюрными моделями пирамид. Внутри них ускорялась деградация органики и наблюдались странные эффекты, когда металлические предметы приобретали наэлектризованный налет. Позднее французский исследователь Антуан Бови отмечал аналогичные явления. Замкнутые в формах пирамид жидкости и растения сохранялись дольше, а внутри фиксировались нехарактерные для открытого пространства магнитные поля. В начале 80-х годов советские физики под руководством Александра Голодова построили несколько пирамидальных конструкций в Подмосковье. Внутри этих сооружений отмечались отклонения в фоновом излучении и ускоренное образование кристаллов в воде. Группа ученых установила, гранит, использованный в египетских пирамидах, содержит кварц, минерал, известный своей способностью генерировать электричество при давлении. По этой версии гигантские массы камня могли работать как пьезоэлектрические генераторы, преобразуя механические вибрации в электрическую энергию. В те же годы ученые из Германии фиксировали слабые радиоимпульсы и необычные радиочастоты, исходящие с верхних ярусов пирамиды Хеопса. Был проведен эксперимент. Группу металлических антенн устанавливали вдоль граней, и при определенной погоде
фиксация спонтанных импульсов увеличивалась. Совпадение ориентации пирамиды с магнитным севером только усилило подозрение о неслучайности такой архитектуры. Сторонники гипотезы энергетической машины указывают на близость водных подземных каналов Гизы, а также повторяющиеся упоминания о сиянии вершины пирамиды в древних текстах. Археологи фиксировали следы старых арматурных штырей, обломанных еще в 19 столетии. Возможно, они служили своеобразными проводниками. К тому же форма пирамиды оптимально собирает и усиливает электромагнитные импульсы, как утверждает группа французских исследователей, проводивших моделирование на суперкомпьютерах в 2000-х. Несмотря на отсутствие твердых доказательств, многие факты складываются в интригующую картину. Внутренние полости, особенности геологии и загадочное поведение воды и воздуха внутри пирамиды до сих пор вызывают вопросы даже у скептически настроенных физиков. Но, пожалуй, самые поразительные свидетельства еще впереди. Ведь внутри пирамид находят артефакты и следы, которые могут полностью изменить представление о технологиях древнего мира. На протяжении 1,5 лет археологи, инженеры и простые рабочие, исследующие пирамиды, сталкивались с находками, которые не просто не вписываются в привычную историческую картину, а вызывают настоящее замешательство среди экспертов. Например, в 1924 году британская экспедиция обнаружила на глубине почти 120 футов под основанием пирамиды Хеопса странный цилиндрический объект, выполненный из меди и неизвестного сплава. Химический анализ, проведенный спустя 30 лет, выявил примеси кобальта и никеля в таких пропорциях, которые не были доступны древним ремесленникам. Рабочие тогда же нашли рядом куски тончайшей проволоки, спаянной в форме зигзага, будто предназначенные для передачи электрического импульса. Эти артефакты были отправлены в Лондон, но по дороге часть находок исчезла, а сведения о них остались только в частных заметках археологов. Похожая история произошла в 1959 году, когда во время реставрации шахты внутри пирамиды Хефрена рабочие наткнулись на заложенную нишу с миниатюрными деталями, напоминающими современные шестерни из бронзы. Специалисты из Каирского музея, изучавшие находки, зафиксировали необычную точность обработки, а на поверхности деталей обнаружили микроскопические насечки, которые не похожи на следы ручных инструментов. Вся коллекция была впоследствии изъята без объяснения причин. В 1991 году японская археологическая миссия при помощи эндоскопа обнаружила за стеной одного из вентиляционных каналов пирамиды Хеопса не только пустоту, но и нечто, что позже на снимках опознали как ровную пластину неясного стеклоподобного материала. На той же глубине нашли осколки неизвестного синтетического вещества с примесями углерода, способного выдерживать высокую температуру. Аналогов этому материалу среди египетских изделий найдено не было. В конце 80-х годов команда французских исследователей во время изучения саркофагов в царской камере зафиксировала на внутренней поверхности четкие отпечатки округлых капель застывшего металла, напоминающего алюминий. Анализ показал, там содержание металла превышает 70%, однако промышленное получение алюминия стало возможно только в 19 веке. В 1946 году американский военный летчик, исследующий плато Гизы с воздуха, заметил на раскопках блестящий металлический предмет цилиндрической формы, который, по свидетельствам очевидцев, вскоре был конфискован местными властями. Свидетели утверждали, что предмет напоминал элемент двигателя и по габаритам и массе явно отличался от всего известного среди египетских находок. В 2000-х годах в подземельях пирамиды Микерина были обнаружены каменные диски с идеально круглыми отверстиями и следами механической шлифовки. Артефакты по форме и назначению похожи на детали современных насосов или вентиляторов. Два из таких дисков сейчас хранятся в запасниках Каирского музея, однако их происхождение не признано официальной археологией. В начале 21 века группа независимых исследователей провела магнитный анализ фрагментов камней, доставленных из одной из скрытых полостей. Выяснилось, что некоторые из них демонстрируют аномальные электропроводящие свойства по краям, словно были обработаны по особой технологии. Кроме того, в одной из вентиляционных шахт был найден элемент, выполненный из сплава железа с высокой степенью очистки. Такой металл невозможно было получить в условиях древних кузниц. Некоторые находки, вроде керамических трубок с остатками светящегося порошка, и вовсе вызывают споры между химиками и историками. Вещества, найденные внутри, не соответствуют ни одному известному красителю или минералу Египта, а по структуре напоминают современные люминофоры. Все эти загадочные артефакты до сих пор вызывают споры и часто исчезают в архивах частных коллекций или попадают под гриф секретности. Но главное, каждая новая находка из пирамид, будь то фрагменты необычных сплавов, детали с ювелирной обработкой или элементы, напоминающие части машин, прибавляют вопросов и наглядно демонстрируют. Под песками Египта до сих пор скрывается столько тайн, что любое новое открытие способно перевернуть привычное представление о технологиях древнего мира.